Дорогие друзья, всем доброго утра. Сначала, когда я сняла ролик, показала вам атрибуты и обстановку моего домашнего храма, скажем так, да, было еще пока ночь, полночь. Сейчас, как видите, уже утро, 5 утра. Но настолько мне нравится эта обстановка, что я просто решила вот при такой красоте снять еще несколько разных тем, потому что заодно вы насладитесь вот красотой алтаря. Про алтарь я уже рассказывала, можете открыть эти ролики, посмотреть, чтобы мы не тратили как бы сил на это и времени по новой рассказывая все это. Итак, хочу с вами поговорить об экзорцизме. Что такое экзорцизм? Вообще экзорцизм это означает одержимость, оно понятно, но с греческого слова дух, ставший духом, переводится, если уж так с древнегреческого перевести. Вот мои как раз духи прыгают здесь, бегают, заодно и на их фоне будем разговаривать. Очень много всяких тем про экзорцизм, что-то там млямлят, что-то говорят, но, как бы, знаете, четко, ясно, никаких ответов, никаких таких ясных прояснений про экзорцизм так и не услышали мы. Сейчас я вам проясню, что это такое, в моем понимании, естественно. Итак, в мире потустороннем есть определенные законы. Все духи, все силы подчиняются закону мироздания. Там нету абсурдности, там нету какой-то непонятных бродячих энергий, которые сами не знают, куда идут. Даже самые низкие слои вот этих сущностей, даже самые низкие сущности, самые такие лишенные каких-либо привилегий сущности, тоже подчиняются общему закону мироздания. Поэтому они просто так не могут напасть на человека, не могут овладеть его душой. Экзорцизм и вообще одержимость духами, хотя экзорцизм считается уже очищение от духов, но в любом случае переводится именно одержимость. Просто это занятие, как бы так и назвали, так оно и остается. Так вот, именно изгнание духов, которые показывают в храмах, либо в других учреждениях, либо духовные какие-то лидеры, которые занимаются, да, есть среди вот всего этого есть настоящие работы, реальные изгнания. Но основное количество это театр. К сожалению или к счастью, не знаю уж как правильно назвать, может к счастью, что значит и театр, значит люди здоровые. Есть очень много психически больных людей, которые любят привлекать на свою сторону внимание. И они, приходя в церковь, понимают, что отрабатывают себе хлеб. Понимаете, они отрабатывают для батюшки славу. Естественно, они пользуются, скажем так, спросом, грубо говоря. Естественно, их очень любят там, и кормят, и дают денег, и помогают, и прочее, прочее. Почему? Потому что очень удачно выполняет роль одержимого. Если вы видели иногда кадры с церкви, как некая там баба упала, начала ой, 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 бесы говорят, не крастись, ой, не знаю чего. И видно сразу, просто невооруженным глазом, что эта женщина психически больна. Она на самом деле больной человек, ей нужно не экзорцизмом заниматься, то есть не к экзорцисту идти, а идти прямо к психиатру в кабинет. Но есть случаи, бывают случаи, я видела такие случаи, когда человек разговаривал на абсолютно другом языке, не зная этого языка. Человек говорил на разных языках, говорил на хинди, говорил на фарси. Человек мог творить такие вещи, что просто волосы становились дыбом. Я видела женщину, которая перевернула стол, хрупкая такая женщина, маленькая, вот, маленького роста хрупкая женщина, она просто перевернула стол. Понимаете? И это просто вызвало ужас, конечно, потому что 5 мужчин не могли ее удержать. Правда, экзорцистом тогда была не я, это были мои студенческие годы, но я это видела. И ее повезли куда-то, я не знаю, куда, я не отследила это все, когда она резко стала говорить на другом языке. Я видела людей, которые сюда приходили, у них вот сейчас разговариваю, и меня вот кто-то меня задел рукой. Ну ладно, ничего страшного. Ну не рукой, каким-то там, в общем, энергии какой-то так коснулся. Ну да ладно.
Так вот, откуда приходят духи? Почему они овладевают этим человеком, а не тем? Почему кем-то могут владеть, а другим не могут владеть? И так ли легко владеть человеческим телом, душой, влезть в его сферу и там жить, притесняя, вытесняя его душу? Вот что это такое? Давайте с вами разберемся. Куда уходят духи после экзорцизма? Уходят ли вообще? И как себя обезопасить, чтобы такое с вами не случилось? Значит, если помните, был такой библейский царь Саул. Саул как бы пошел против Господа, как говорится в Ветхом Завете, да. Из-за того, что он пошел против Господа, Господь отправлял к нему злого духа. И он приходил и мучил его. Единственный, кто мог его успокоить, это Давид. Своей музыкой он изгонял это зло. И Саул его очень любил, ценил и часто звал к себе, потому что его музыка успокаивала Саула. А духа присылали для того, чтобы он его мучил в наказание. Так вот, если поверить Библии, и мы знаем, что Библия это переписанный все-таки текст со многих других текстов, да, значит, в переносном смысле, если прочитать между строк и откинуть всякие религиозные, скажем, высказывания и поверья, получается, что определенные силы отправляют духа к человеку для того, чтобы тот его мучил или наказывал, или, в общем, к чему-то привел. Ну вот сейчас будут бим-бим, дин-дин, достанут просто. 5 утра. Что это означает? Это означает, что если кому-то подселился дух, это определенное наказание за нарушение закона Вселенной, за нарушение потусторонних законов, либо им самим, этим человеком, либо его предками. Просто так духи не приходят и не овладевают, у них нету такой воли, у них нету такого разрешения, чтобы прийти к любому человеку, влезть в его как бы сферу, в его тело и жить там. Если человек разрушал храмы, если человек разрушал древние могилы, если человек разрушал какие-то древние сооружения, если человек нарушал определенные законы, которые нельзя было нарушить никак, то может он пострадать, может в него вселиться эта некая сущность, а может вселиться в его потомков. Если человек грабил мертвых, если человек разорял могилы, если человек во время, значит, похорон себе позволил поведение неправильное, некрасивое, потому что в древние времена во время похорон не разрешалось пить водку. Считалось, что когда человек пьет водку, его хранитель, страж или ангел, как хотите, покидает его. И в тот момент, как раз в это время, когда, значит, дома лежит тело, когда его должны похоронить, и там большинство сущностей, да, гуляет, мы знаем, что это самые опасные периоды в доме, когда покойник. И что в это время, когда страж уйдет от человека, то эти духи могут на него напасть, могут подселиться и могут навредить ему. Может быть подселение человеку, который бесконечно пьет. Может подселение человеку, у которого генетическое пьянство есть. У них уже слабая сфера, понимаете? Если человек нарушает сферу, нарушает законы Вселенной, то очень чревато подселением. Ну, например, если мы говорим, есть такое выражение, да, допился до чертиков. Откуда это пришло? Когда человек пьян, у него стирается грань между этим миром и тем миром. Он видит тот мир. И он разговаривает с определенными сущностями, а мы крутим у виска и говорим, допился до чертиков, с кем-то говорит. То же самое безумие, сумасшествие, тоже не только психическая болезнь, это тоже нарушение грани. Когда нарушается грань между этим и тем миром, и человеку кажется, что он видит нечто, да, никто не видит, а он видит. Как же вы не видите? Я же его вижу. А он действительно реально там есть, просто мы не видим, у нас это закрыто. Вот, например, я через камеру вижу духи, да, летают, и они снимаются, и они показываются в интернете, в Ютубе, вон улетел. Но вот так вот невооруженным глазом я их не вижу просто так, просто от балды. Раньше видела, но у колдунов, например, нету этой грани между этим миром и тем миром. Например, в отличие от обычных людей, у нас грани нет. Поэтому мы их видим. И в определенный момент мы понимаем, что мы устали постоянно их видеть. Устали, и нам иногда неприятно просто видеть, потому что они не все лица приятные, не все они прекрасно выглядят. И мы это видение закрываем. Не навсегда закрываем, а закрываем
до того момента, пока мы не хотим что-то видеть. Вот мы хотим что-то видеть, что-то начитали, оно открылось, потом снова закрыли. Неприятно, поверьте мне, боковым зрением смотришь, кто-то с ванной прошелся, кто-то сюда, и нелегко жить, понимаете, и очень непросто с этими всеми видениями существовать. Поэтому мы учимся закрывать и открывать, то есть контролировать эти видения. А простой человек этого не умеет. Поэтому он видит и сходит с ума. И уже начинает говорить, что он не в себе. Это точно такой же вид подселения, например. Почему шаман, например, обкуривается определенными травами, грибами, там, наркотического содержания, и, значит, видят сферы, видят другие сферы. Для того, чтобы разрушить эту грань. У нас закрытая ширма, понимаете? У нас закрыта. Даже есть определенные ритуалы и заговоры, которые приоткрывают завесу. И мы видим запретное. Вот специально мы открываем, чтобы увидеть запретное. А у них вот стирается эта грань со временем, и уже они как бы входят в мир духов. Они практически живут с ними, да? Они существуют с ними рядом. Следующий момент подселения. Если люди живут в порченных местах, если там могилы, если там были кладбища, если там были нехорошие места, гиблые места, места сражений и прочее, там постоянно духи. И это постоянно неуважение к ним, эти крики, эти разговоры, может быть, какие-то там скандальные семьи и так далее. И он живет именно как раз там, где эти духи. Они потревожили этих духов. Мало того, еще не дают им покоя, им не дают как бы спокойно уйти. И поэтому постепенно сходит с ума дома, начинают вести себя неадекватно. Кто-то что-то делал, потом не помнят. У вас никогда не было в жизни таких случаев, когда ваш муж что-то говорил обидное, ужасное, а потом извинялся, просил прощения, валялся в ногах и клялся, что он не помнит, что он просто не может помнить, что он такое сказал. Как же я мог так сказать тебе? Я ж такая скотина, как же я посмел и так далее. Но он реально действительно не помнит, он честно не помнит, что он такое сказал. Но он сказал, обидел вас до глубины души. Вот на какой-то момент в него кто-то подселился, в какой-то момент его слабого состояния. То есть наказание может быть подселение. Я уже вам сказала, человек, который убивал невинных, расстреливал, пытал в подвалах, его потомки могут быть слабы в этом отношении, могут без защиты жить, без защиты рода. То есть род ослабел, род несет наказание за своего деда. И у них периодически бывает подселение, то есть кто-то сходит с ума, кто-то спивается, что-то еще, то есть порченный род. Причин подселения очень много, множество. Тем более последние тысячелетия история человечества только войны, войны, войны. С тех пор, как мы приняли религии, мы только друг друга режем и убиваем, и очень страшным образом убиваем, ужасающим образом. И смерти, которые были насильственные, души, которые ушли, не желая того. Может, это звучит непонятно, да, не желая. Кто-то желает умереть, да, кто-то желает, когда ему уже 90 лет, он спокойно может уйти или там своей болезнью. А душа, которая внезапно ушла, она не готова еще уйти. И эти души ищут тело, они хотят подселиться, они хотят снова здесь жить, в твоем теле жить. Я помню, когда дагестанка, вот женщина говорила, она говорила на армянском языке, она никогда не была дружна с армянами, никогда не знала их. Вот ей уже 45 лет было тогда, и она не выходила замуж. Ну, в общем, дома сидевшая такая женщина. У нее временами были вот эти затуманенные вот это состояние. Она говорила на армянском языке. Она рассказывала, как в 15 году убили ее семью, где она жила и прочее, прочее. Когда начали интересоваться, оказалось, что действительно была такая семья. И спасли там несколько человек. Нашли брата вот той женщины, которая внутри нее разговаривала. И она рассказывала все. И тот мужик, который как бы уже взрослый человек, за 90, он рыдал. У него тряслись руки, потому что он слышал не просто голос сестры, он слышал факты из семьи, из семейной жизни. Вот иногда люди начинают путать, ой, перерождение, там колесо сансары, вот реинкарнация началась. Не всегда это так. И, точнее, никогда это не так. Чаще всего это подселенец, который вошел в человека и разговаривает, и говорит события того времени. И все думают, что душа той женщины переселилась сюда. На самом деле ничего там не переселялось. Просто душа той женщины не хочет уйти. Она насильственно ушла. Она ушла в мучениях. Так вот, в таких мучениях ушедших людей, геноцидов за последние несколько сотен лет было очень много. Геноцид армян, геноцид евреев, геноцид ассирийцев,
сирийцев, геноцид езидов того времени, сейчас геноцид езидов, в Сирии вот эти убийства страшные, в Ираке эти страшные убийства, Чеченская война, первая, вторая, там в Дагестане все эти были теракты и прочее, значит, Косово, Югославия, ну, перечислить невозможно, Пакистан, Индия, сколько этих конфликтов было, и сколько миллионов человек полегло просто так, и все молодые, и все, которые были полны жизни и хотели уйти. И вот эта атмосфера душ, она собрана над планетой, настолько много этих душ, что они вот, почему у нас постоянно ощущение конца света, постоянно тревога, постоянно какая-то трясучка внутри. Я вам объясню почему. Потому что эти души, которые ушли, и мы отошли настолько от традиций, обычаев наших предков, что мы не всерьез воспринимаем определенные вещи, которые для них были законами, которые действительно реально им помогали жить. Жить правильно и быть здоровыми, жить долго, быть счастливыми, создавать семьи, крепкий род и прочее. Мы несерьезно относимся к тому, что этих душ нужно отпускать, что нужно провести что-то иногда. Мы идем, значит, селимся вместе там, рядом с кладбищем, да, и несерьезно относимся к разговору стариков о том, что это кладбище, и там нехорошо жить, это порченное место. Мы хотя бы не думаем, а как задобрить эти духи, чтобы они от нас отстали, чтобы они нам не навредили. Мы смеемся над всем этим, мы считаем, что это несерьезно, что это, знаете, это как бы пережитки прошлого, это смешно, это какие-то бабушкины сказки, а потом в итоге мы понимаем, что мы в этом месте несчастливы, что мы друг друга начали ненавидеть. Бывает семья, да, счастливая, все у них хорошо, переехали в новую квартиру, все, разошлись, он ушел к другой, дети заболели, жена покончила с собой, семья просто развалилась, уничтожилась, потому что духи этой местности не приняли их. Они овладевали временами их разумом, ссорили их между собой, потом безумие начали насылать, потом ревность, ненависть, в общем, распалась хорошая семья. Так что относитесь серьезно к этим делам и не ходите в места, где запрещено. Я смотрю в интернете, например, там всякие есть ролики, когда молодежь наша идет по кладбищу, ночью снимают, подростки ерундой занимаются. А сколько таких людей себе жизнь загубило, куда родители смотрят. Молодые, которые берут в руки всякие карты, магические там предметы. Люди, которые занимаются магией, им нельзя этого делать, у них начинается психическая болезнь, у них начинается подселенец, причем не тот подселенец, который нужен. Вы не сравниваете, когда я говорю, что у ведьм есть внутри определенный дух. Смотрите, так смотрит на меня, как живыми глазами, аж жутковато. Смотрите. Видите? Вот, когда я говорю, что в ведьме есть духи, что в ведьме есть определенные демоны, силы, которые помогают ей, это совсем иное. Мы рождены, и они нам не вредят. Они специально для этого нас и производят на свет, и дают нам жить, и выжить, и помогают. Почему? Потому что мы им предоставляем то, что они хотят. Мы мост, мы как связное звено между вами и людьми, да. Но это не сравнивайте. Вы, если вы обычный человек, рожденный в обычной семье, и у вас это происходит, вам не нужно медлить, вам нужно идти и это убрать. Говорят, что экзорцисты только мужчины. Я не соглашусь, это не так. Есть экзорцисты и женщины. Вообще экзорцизмом занимаются ведьмы в том числе. То же самое снятие проклятия, это тоже экзорцизм в каком-то смысле. Почему? Потому что как приходит проклятие, порча в жизнь человека, или в жизнь рода, или в жизнь семьи? Это насылается демоны, это насылается силы, и сила приходит в жизнь этого человека или этой семьи и начинает уничтожать эту семью. Просто они забирают финансы первым делом, потому что они забирают все, что представляет из себя энергию, то есть их жизненную силу, секс, любовь, привязанность, деньги, удачу, отворачиваются все. То есть они их гнобят, они их уничтожают. Они, знаете, прижимают к земле, как собаку прижимают просто и добивают. И когда ты снимаешь вот это, ты выгоняешь эти духи из жизни человека, изгоняешь демоническую энергию, ты их убираешь. Это такой же экзорцизм практически, только там такой одержимости нету, чтобы кидался на тебя, кусал. Вот. Тот же лунатизм, он можно соотносить к определенным вот как бы к определенной части экзорцизма, то есть подселения. Хотя говорят, что это под влиянием лунной энергии люди встают и ходят. Да, у меня сестра лунатик. Сейчас не думаю, давно уже мы рядом не спим в одной комнате. По крайней мере, последние годы мы все работаем и редко бываем рядом. Но
в детстве она ходила, она очень далеко уходила, потом возвращалась, потому что ноги мерзли. Тетка моя была такая же. Ну, у нас семья вся, в принципе, из этих. Поэтому, но под влиянием лунной энергии некая сила тащит человека из дома. Вы не видели никогда, что человек, как паук, взбирается, поднимается по стене? Я такое видела. И мы все боялись звук издать. Мы это увидели в студенческие годы, когда вернулись из парка. Ну, шастали там, что вот до ночи, ха-ха, хи-хи-хи, Мамаев курган, поднимались, нам больше некуда было идти. И мы оттуда шли ночью. И мы приходим и смотрим по стене нашего общежития, кто-то поднимается. Это была жуткая картина. Мы думали, какой-то, как паук огромный. Я думала, какое-то чудовище сейчас оторвется, на нас кинется. Я хотел крикнуть. Мне прижали рот, говорят, молчи. Иначе он упадет. Если он проснется, он упадет. И мы подождали, он поднялся в балкон туда. Я не верила, что это вероятно. Я думала, мне приснилось. Когда утром мы все в один голос сказали, что мы все видели это все, мы пошли с ним разбираться. Мы чуть его не избили, потому что мы побоялись и за его жизнь, и за себя. Потому что у нас просто сердце бы лопнуло, вы понимаете? Вот. Что это, если не один из методов подселения? Потому что некая сила в его теле его поднимает. На основе вот именно подселений и вот подобных явлений снято очень много голливудских фильмов, где рассказана именно вот как бы вот эта часть человеческой жизни и духовной жизни и прочее. Вы хотите избежать подселения? Для начала, если вы чувствуете, что вы ведете себя неадекватно, что вы неправильно себя ведете с людьми, если вам говорят, что вы в какой-то момент сами не свои, что-то у вас происходит, что вы что-то делаете, вы не помните, что вы это делали, что вы обидели, что-то в этом роде. Не просто не помните, чтобы не нести ответственность, а действительно реально не помните. Значит, у вас подселение иногда бывает. Это раз. Разузнайте, почему это. Узнайте у человека, который разбирается в этом. Может быть, у вас род проклят. Может, вы не одна такая в роду, понимаете? Если в роду есть сумасшествие, если в роду есть маниакальная шизофрения, это тоже опасно. Такие люди тоже склонны к подселению. Итак, куда уходят духи? Хороший вопрос. Бывает иногда, что люди проводят, значит, ритуалы экзорцизма, и после этого через некоторое время опять начинается то же самое явление. Он опять возвращается. Значит, не получается навсегда изгнать. Значит, у этого человека сил не хватает, либо он не знает, как правильно с ними договориться. Я говорила все время, моя любимая фраза: собак своих может созвать только хозяин, либо друг хозяина, либо тот, кто хозяин этого хорошо знает. Да? То есть с этой силой может взаимодействовать тот человек, который их знает, который не боится, который долгие годы работает с этой силой. Появляется некая такая демоническая сила у человека, который занимается именно магией, колдовством, самые такие глубокие дебри лезет, да, в этом ремесле. И этот человек должен не просто изгнать их, он должен закрыть им обратный путь. Это делается с помощью ритуала, с помощью заговора, это делается с помощью откупа. Но вообще человеку, если дано их изгнать, если у него есть разрешение, значит, ему просто у него есть власть изгнать. Я помню, что у меня была девушка, она приехала из Кавказа, зовут Марина. Она смотрит иногда мои программы, но не пишет там, потому что, не хочет об этом говорить. И я не говорю Марин много, но Марина ее зовут. Так вот, когда она приехала ко мне, у нее практически было вот это подселение, скажем. Как практически, периодически он заходил в сферу этого человека, выходил. И я даже, когда разговаривала, я видела в ее глазах его. Я вам сейчас объясню одну вещь. Вот вы говорите, как мы, ведьмы, друг друга узнаем по глазам. Дорогие друзья, ведьмины глаза, они необычные, они не такие, как все. Вот смотришь, там мертвая тишина. Вроде глаза, но что-то в них такое есть, жутковатое, что ты не понимаешь, что с тобой, но что-то там не то. Так вот, мы видим вот внутренний наш подселенец, наш демон, который внутри нас живет, а он всегда есть, потому что этот демон видит ваш дом, этот демон видит ваши судьбы, этот демон видит решение проблем, что у вас происходит. И вот через него я вам отвечаю. Он мне говорит, он, по сути, говорит через меня вам. Он говорит чаще всего, потому что я всего лишь физическое тело, я человек. Знаете,
плоти и крови, и не более того. Но внутри меня есть эта сила. Вот эта сила и говорит вам. Так вот, мы когда смотрим друг на друга, наши демоны, наши сущности друг друга узнают. Вот у нас внутри, в глазах появляется непонятный вампиристический блеск. Резко проскакивает. Я однажды сидела с друзьями, правда, это был не раз и не два, но часто, то есть не показывались, но иногда бывало. У меня был близкий человек, который, единственное, он меня не боялся, то есть не боялся этих глаз. Я помню, что они так скрикнули и выскочили из кафе, потом я думаю, вы ненормальные, что ли, вы меня там опозорили. Ты хоть знаешь, что было? Я говорю, что? У тебя зрачки только появились белые, вот как в ужасах фильма. И потом я его спрашиваю, действительно так? Он говорит, да. Я говорю, почему ты мне не говоришь? Ну, я не хотел, чтобы ты обиделась. Ну, я бы не обиделась, просто мне даже интересно, может, себя не видим, правда, со стороны. Так вот иногда через наши глаза они смотрят. И когда они друг друга узнают, мы понимаем, это ведьма. Там даже говорить нечего. Мы просто посмотрели в глаза друг другу, мы увидели. Мы даже через фотографию увидели, что ведьма или не ведьма. Понимаете, это только лишенный абсолютно каких-либо навыков и умений и силы человек может не определить и сделать глупость, связываясь с такими, как мы. А умный человек, он сразу отходит в сторону, он видит, что тут что-то не то. Так вот, когда она села напротив меня, я посмотрела, и я поняла, что там сущность. Она не ведьма, естественно, но внутри нее эта сущность была, и он на меня смотрел. Одним словом, он ушел. Ей стало легче, она устроилась на работу, у нее все хорошо. Было очень страшно, 6-7 лет она вообще не могла никуда, ничего. Все у них дома просто вверх ногами было, вверх дном. Вот, и мама болела, и все было плохо. А сейчас у них нормально все, слава богам. Не о том речь. Речь о том, что когда она сказала, что когда после моего сеанса ушла, я сказала, что это будет несколько дней. Когда ушла, говорит, в ванной я услышал какое-то рычание, и кто-то мне просто говорил, не ходи к ней, я ее боюсь. Вот, он назвал мое имя одно, я не буду вам называть, но он назвал имя, не знаю, почему-то мусульманское имя назвал, хотя я по рождению христианка, но вот он назвал восточное имя такое, или он так меня хотел назвать, или назвал меня так, вот. Непонятно почему, но вот так назвал, и это имя тайное, я не буду говорить об этом, не нужно. То есть хочу вам сказать, что женщинам точно так же присуще их изгнать, как и мужчинам. И, может быть, женщины больше изгоняли, чем мужчины. И, скажем так, профессия экзорцист, знаете как, он немножко так преувеличен, потому что вот именно чисто экзорцист, чтобы был, это не совсем реально. Человек, который изгоняет духов, он должен изучить их, а если он изучает, он уже, его тянет уже с ними работать, с ними взаимодействовать, с ними договориться, с ними какие-то эксперименты провести. Понимаете, чем больше ты узнаешь мир магии, это тебя тянет, и ты не можешь только экзорцизмом заниматься, больше ничем. Духи эти уходят обратно в свои сферы. Они уходят искать новых жертв. Эти духи уходят у человека только тогда, когда Вселенная считает, что человек уже откупил свою вину или его род откупил. Или, знаете, как если приводят к ведьме, если дают помощь, нам спасти их, значит, их время освобождения пришло. Если бы их время освобождения не пришло, мы бы ничего не могли сделать. Помните фильм про Прометея, да? Когда это я освободил, сказал Геракл, я освободил Прометея. Не воля богов, а я освободил. И когда орел говорит, а может быть, его время пришло, и наказание закончилось, и боги тебе разрешили его освободить, кто знает. Помните, мудрый орел? Так вот то же самое. Боги решили, что его время пришло. Все, иди освобождайся. И разрешили освободить. Без воли богов, без воли сил, без воли духов человек не может ни лечить, ни снять, ни помочь, ни ясновидеть. Ничего не сможет. Если человек что-то может, если человек способен на что-то, у него что-то получается, всегда знайте, что значит, ему разрешили, значит, ему дали право, значит, по их воле он это делает. И поэтому, конечно, учтите, что просто так во Вселенной ничего не происходит. По нашей воле не происходит, происходит по воле богов. Но мы можем изменить многое, если мы понимаем серьезность и делаем какие-то шаги, что мы хотим от этого избавиться, мы просим.
и нам дают избавление. Всего доброго и удачи!